Шел по дорожке, спугнул рябчика, он немножко перелетел, и пока я подходил к нему, на обочине сидел, в кустах залетел, не успел даже стрельнуть. Сейчас попробую поманить, вдруг подлетит. Один отзывался, один перепорхнул где-то близко уже. Но, видимо, на земле сидит. Ладно, пойдем дальше. Ой, два нашел рябчика. Стрелял оттуда, снизу. Вот тут на камнях сидел. Ой, маленький какой, сигалетошный. Я тут на рябчиков охочусь, собаки уже до тракта почти добежали, 500 метров осталось. Вообще неприятная ситуация. Вот как я туда не успею никак, 4 километра практически. Они убежали оттуда. Даже уже связь пропадает. 3,5 километра связь начала пропадать. Но самое неприятное, что тракт рядом. Ну что, собаки возвращаются. Уже 2800 прошла связь. 2600 уже. Поэтому буду пока их ждать потихоньку. Потихоньку пойду к зимовью. Как только приблизится на достаточно близкое расстояние, буду звать, чтобы бежали напрямую, не искали меня по следу. 2,5 километра до собак. Вот такая у нас нынче осень. Клевер цветет в середине октября. Удивительно, но собаки бегут прямо ко мне. То есть я стрелял, конечно, но стрелял в тот момент, когда они были на расстоянии больше 3,5 километров от меня. В принципе, бегут туда, куда надо. Осталось 600 метров до меня. Не знаю, конечно, может это случайность. Может быть, по следу бегут, по запаху. Сейчас проверим, прибегут ли прямо сюда или нет. 580 метров осталось. Начало 8 утра. Выдвигаемся в угодье. В планах дойти до зимовья, поохотиться по дороге. Зимовье то самое, в котором ночевал зимой. Этим летом встретился там с хозяевами. Оказались ягодники, как и предполагалось. Все они пользуются зимовьем только летом, осенью, пока ягодный сезон. В осенне-зимний период там не бывает, поэтому ночевать там можно. Все равно жарко тебе, как на улице и холодно, да? Ах, собаки, собаки. Когда-то тоже было зимовье, видимо.
такое вот. Нары. Крыша. Печки даже не вижу. Была или не была, непонятно. Видимо, нет. Скорее не зимовье, а летовье. Кружки вполне себе приличные. Ножичек. Сахар. Или соль. Это сахар. Эту точку тоже видел на космоснимке. Как будто здесь какое-то строение. Ну, вот все подтвердилось. Пока подходил сюда с дороги, спугнул 3 рябчиков. Так, а собаки мои уже в 2 километрах. Такое уже было. Там они сами вернулись. Надеюсь, что сейчас вернутся. Когда встречался с хозяевами зимовья, уже подхожу как раз. Они сказали, что ходят сюда 18 лет. Ну, соответственно, вот тропа вот так выглядит, в таком она состоянии. После того, как люди ходили по ней 18 лет. Бегали собаки. Сейчас кипячу чай, попью, перекушу. Часик отдохнем и оставлю, наверное, 1 собаку здесь, а 2 похожу по окрестности. А то вдвоем они что-то сильно уже далеко бегают. Сейчас еще надо воды найти здесь. С хозяином разговаривал этого комплекса, так сказать, сооружений. Сказали, где-то здесь лужа у них есть, яма с водой. Я сейчас найти. Вот и вода. Ну такая. Такую уже без кипячения не попьешь, наверное. Еще одна лужа. Хотя так вполне себе чистая выглядит, прозрачная.
ляпчики нагадили. Ночью был сильный ветер. Ну, вот надуло с земли пепла сюда. Ляпчика вечером буду варить на ужин. Сейчас поем то, что из дома принес. Что-то не вижу здесь у хозяев досточки разделать. Ну, ладно, так поем. Сыра, мясо и лаваш. Ну, и к чаю чуть-чуть печенек. На 3 приема пищи надо. Но уже можно на 2. Ляпчик-то есть на 1 раз. Собаки отдыхают. Зашумел. Готово. Ой, хорошо. Что роняете-то? Убирай. Решил взять 2. Жалко оставлять. Пусть бегают. Лапы набивают. Вышел на вершинку большого перевала. Скальник. Когда-то, видимо, было какое-то укрытие. Остатки вот строения. Тоже явно ягодный был стан. Совок, остатки куста сгоревшего ягодного. Сколько иду от зимушки, пахнет дымом. Дымом именно не от костра или там печки, как будто пожар. И сзади там, в стороне вот за зимовьем дальше, дымка видно. Возможно, пожар где-то. Надеюсь, ничего серьезного. Хотя, в принципе, погода сухая, уже несколько дней стоит. Могло и загореться. Откуда-то или надуло дым, или пожар идет. Рядом с тропинкой ямка с водой. Чистая относительно. Вкусная вода, не застоявшаяся. Чё-то лает. 100 метров осталось. Хорошую елочку выбрали. Ничего я на этой елке не разглядел. Постучал, пострелял, отозвал. Возможно, белка затаилась.
Шел и пришел. Куленки. Даже рабочие. Интересно. Остатки птички какой-то. Где-то должна быть тропа. Еще одно сооружение нашел. По всей видимости, загородка. Кабаргу пытались ловить. Вот даже петля. Да, опасно тут с собаками ходить. Ржавая, старая, брошенная. Собаки снова ушли. Непонятно за кем, зачем. Ушли уже в соседнее угодье. Так как уже начинает темнеть, не пошел за ними. Оставил там. Надеюсь вернуться сами. Что тут, в принципе, дорог никаких нет. Все далеко. Должны вернуться своим следом. Сейчас вернулся к тому месту, где вода. На хребтике. Пока жду собак, решил вскипятить чай по-быстрому. Пока окончательно не стемнело, надо еще успеть максимально добежать до Зимовья. Но тут уже тропа хорошая, уже можно будет идти с фонариком спокойно. Возвращаться буду по темноте. Собаки ушли со связи. Судя по навигатору, зверей, видимо, гоняют. Потому что перемещаются периодически, останавливаются, лаять начинают. Потом снова перемещаются. Рябчика снял шкурку, сейчас сварю его. Нашел тут еще 2 картошки с луковицей, выброшенные уже в мусор, так сказать. Видимо, когда уходили хозяева, бросили, чтоб не испортилось. Я подобрал. Сейчас сварю шулюмку с картошечкой и рябчиком. Вот эти 2 картошки с луковицей. Сейчас почищу и сварю супец. Примораживает, руки мерзнут. Ходил за водой, сейчас перчатки надел. Не знаю, лук не страшно, что мерз. Замерзал, если когда лежал на улице здесь. А вот картошка, наверное,
будет сластить, но ничего страшного. Ах, и картошка-то зеленоватая. Ну ладно. Потолще обрежем. Накидываем картошку с луком. Ночую сегодня в бане, как и зимой прошлой. Ужин приготовил. Собак жду, собаки вроде бы приближаются, но как-то опять непонятно. Передвинулись немного ближе стали, но опять лают. Скорее всего, зверей, видимо, гоняют или изюбрей. Потому что изюбринные следы жизнедеятельности там были, где я их последний раз видел. Рогочесы. Даже запах чувствовал такой, ну, характерный для зверей в период гона. Возможно, наткнулись и гоняют там их, конечно, но очень далеко ушли. Да и не наша эта цель на самом деле. Все-таки надеюсь, что собаки придут сегодня сами. Если вдруг не появятся, ну, завтра с утра пойду искать, что делать. Все планы идут, конечно, на смарку из-за такой вот охоты. Сейчас буду ужинать. Даже зеленый лук у меня нашелся. Точнее, не у меня, а здесь. Те луковицы, что выкинули, уже прорасти успели. Видимо, заморозков-то тут и не было. Я переживал, что картошка замерзла. А даже лук не замерз. Пока потрошки ем. Печень. И желудок. Сухожилия у рябчика. Почти как кости у рыбы. Твердые. Жесткие. Натуральная кость. Рыбе. Хорошо сварилась. Все ближе и ближе. Собаки. Интересно, что двигались они изначально по прямой. А сейчас стали уже практически подходят к следу, как и я шел по тропе. Меньше 1,5 километров осталось. Вечером прошла связь с ошейников. А вот и сейчас 4,6 километра. Один из ошейников. Второй пока не выходит на связь. Сейчас позавтракаю и побегу в ту сторону. Других вариантов пока не вижу. Спасибо, хозяин. За 40 минут пробежал 2 километра. Иду быстро. Стараюсь успеть, пока собаки на месте. Вот сейчас прошел сигнал, все вроде бы в том же месте на одном. Беспокоит то, что сигнал приходит только от одной пока. С одного, нет, вот второй тоже прошла связь. Значит, они там вместе. Плохо, что не двигаются, непонятно, чем они там заняты. Ну, кроме самого худшего варианта, у меня только одна мысль, что они либо что-то нашли в плане еды, может, павшее животное какое-то, остановились там, либо зимовье. Зимовье, опять же, тоже два варианта. Либо там люди есть, и они остались с людьми, люди их там подцепили, либо просто зимовье, где они остановились. Уж не знаю по какой причине, может, тоже еда какая-то была. Но пока самые плохие варианты прогоняю от себя. В плане там
диких зверей, травы и всего прочего. Сейчас буду бежать дальше. Пойду так же, как вчера, по хребту, чтобы связь была с навигатором, с ошейниками. А дальше будем посмотреть. Ну что, догнал я этих бегунков. О, ну, все, нашлись. Чем вы тут занимались, рассказали бы хоть. Ну все, сейчас покормлю, сейчас покормлю, пойдем чай пить. Ну все нормально. Я уж думал, что вас тут уводят на поводках, а вы просто бегаете. Периодически белой завистью завидую людям, у которых лес на равнине. Сегодня сломал вот 2 таких хребта, пока нашел собак. Буду кипятить чай. Шел сюда 2,5 часа. Пока нашел собак. Запотел весь, надо напить чая. Потом будем смотреть, как отсюда выбираться. Ну что, собаки голодные? Вчера вечером-то не поели. Решили побегать. И там кушать. Дал добавки, чтоб на себе корм не тащить. Пусть лучше съедят побольше. Время почти 11. За 7 часов надо выбраться к машине. Дорог тут нету. Остается надеяться только на тропинки. К собакам шел по тропинке. Вдоль реки здесь идет. По ней буду вот выходить также вдоль реки. Вроде как выходит как раз туда, куда мне надо. Посмотрел лапы у собак. Сбиты в хлам. Не кровят, но шкура, кожа вот верхняя на подушечках сдернута напрочь. Но зато сейчас убегать не будут. Есть хоть какой-то плюс в этом. Покажи лапки. Ну, содрала лапу. Хлам. И вторую тоже.
А вот у Янды все нормально. Заливаем. Пришлось переправляться. Тут вроде когда-то был мостик. Вот даже палка с гвоздем нашлась. Но и садил по камушку. Ага. А дальше уже. Нормально. Пошли, 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 пошли. Давай, Янда, давай. Пошли. Пошли, не бойся. Пошли, пошли. Ай, молодец. Привет. Ай, умница. Выскочил на дорогу. Зимник вдоль речки. Теперь, наверное, побыстрее пойдем. Собаки совсем не убегают. Вот так и бегут. Чуть впереди, чуть позади.